Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Василя. И в данном мастер-классе мы свяжем с вами вот такую классическую квадратную корзинку. Научимся вязать квадратное донышко, вязать стеночки узором галочки и делать ровные углы у корзинки. Также научимся делать бесшовное соединение. На данную корзинку у меня ушел один моточек полиэфирного шнура 75 метров. Шнур у меня 5 миллиметров, вот такой вот, без сердечника. Также нам понадобится крючок номер 5. Итак, приступим к вязанию. Всем приятного творчества! Делаем кольцо амигуруми, вытягиваем петельку и провязываем. Данный столбик мы не считаем, и поэтому в колечко набираем еще 8 столбиков. 1, 2, 3, 8 столбик. Колечко слегка подтягиваем. Пока сильно не затягиваем кольцо. Вытягиваем петельку. Заводим крючок вот сюда, под косичку с обратной стороны. Вытягиваем петлю. И крючок заводим в последний столбик, центр последнего столбика. Накидываем петельку на крючок, затягиваем и провязываем столбик. Следующий столбик мы провязываем 3 столбика. Вводим крючок в центр галочки. С обратной стороны он тоже должен выходить по центру. И провязываем сюда 3 столбика. Далее мы провязываем 1 столбик. У нас идет чередование. Через каждый один столбик мы будем провязывать по 3 столбика. В следующую провязываем 1 столбик. Далее 3 столбика. Снова 1 столбик. Три столбика. Один столбик. И в конце, в последний столбик, мы провязываем 3 столбика. Делаем соединение, вытягиваем петельку. Вот у нас идет первый столбик. Под косичку заводим крючок. И делаем точно такое же соединение. Заводим крючок в последний столбик. Теперь необходимо колечко затянуть хорошо. Во втором ряду мы в 4 местах делали по 3 столбика. Для наглядности я отметила маркером каждый центральный столбик из 3. Вот идет 3 столбика, центральный я отметила маркером.
для того, чтобы вам было понятен принцип вязания квадрата. Третий ряд и последующие ряды мы будем в каждый центральный столбик провязывать по 3 столбика. Сейчас покажу, как это делается. Вот у нас идет один столбик. До маркера мы провязываем одинарные столбики. Здесь один провязываем, второй провязываем. И в центральный столбик из 3 провязываем 3 столбика. Один, второй и третий. Также можно отметить центральный столбик маркером. Далее провязываем 1, 2, 3 столбика до следующего центрального столбика. Здесь также провязываем 3 столбика. Итак, у нас будет формироваться углы квадрата. Получается, между прибавками в третьем ряду у нас идет 1, 2, 3 одинарных столбика. Идет прибавка. Далее также провязываем 3 столбика, прибавка, 3 столбика, прибавка из 3. И здесь ряд заканчивается, получается, прибавкой. И делаем соединение. Делаем соединение. Далее провязываем в 4 ряду по одному столбику до следующего маркера. 1, 2, 3, 4 столбика. На углу провязываем 3 столбика. Далее также по одному столбику. 1, 2, 3, 4, 5 и прибавка. Получается, в 4 ряду между прибавками у нас идет 5 одинарных столбиков. Итак, провязываем на каждом углу по 3 столбика. Последующие ряды вяжутся аналогично, только прибавляются столбики между прибавками. В каждом ряду они прибавляются по 2. То есть мы сейчас вот в 4 ряду провязываем между прибавками 5 столбиков. В следующем ряду уже будет между прибавками 7 столбиков. Я провязала 7 рядов для квадрата. После того, как вы свяжете квадрат, его необходимо будет отпарить, чтобы он принял ровную форму. Для этого мы проходимся паром, расправляем руками, либо можно положить ХБ-ткань и слегка прогладить. И положить под пресс, дать просохнуть, и тогда он у вас будет ровный. Также необходимо вот этот кончик спрятать вот здесь вот под петельки,
обрезать лишнюю нить и подпалить кончик для того, чтобы он не распускался. Итак, 7-й ряд я не соединяла. Мы сейчас сделаем обвязку по краю донышка. Для этого рабочую нить ложим на лицевую сторону, вытягиваем нить. Также крючок заводим под косичку, вытягиваем петельку, переворачиваем, заводим крючок вот сюда, вот в отверстие и захватываем рабочую нить. Вытягиваем петлю и провязываем петельку. Далее в следующее отверстие крючок, получается, мы вводим вот так вот под косички. Таким образом провязываем по всему краю. Тогда у нас по краю останется внизу вот эта вот косичка, а стеночки мы будем вязать, захватывая вот эти петли. И стеночки у нас будут ровные. Провязываем до конца. Довязали до конца, я нить обрезала. Теперь сделаем соединение. Заводим крючок под косичку и вытягиваем нить. Теперь вводим крючок в центр предыдущей косички, сюда. И кончик нити вытягиваем вовнутрь. Кончик укладываем вдоль вязания, будем провязывать вместе со стеночками. Теперь переходим к вязанию стенок. Вязать можно начинать с любого места. Итак, берем нить, заводим крючок под косички. Втягиваем петельку и провязываем столбик. Далее вводим следующую. Также провязываем столбик. Нить подтягиваем. Итак, мы дошли до угла. Вот у нас уголок наш. Здесь мы провязываем столбик не до конца, оставляем 2 петельки на крючке, вводим в следующую косичку, вытягиваем нить. Теперь у нас 3 петельки на крючке. Самую первую отпускаем, провязываем вот эти 2, захватываем петлю, которую отпускали, и ее провязываем. Далее провязываем точно так же столбики без накида до следующего угла. И на следующем углу повторяем точно такой же элемент, для того, чтобы у нас угол был ровный. Вот эту ниточку укладываем и провязываем.
Еще раз показываю, как провязать уголок. Провязываем столбик не до конца. У нас 2 петельки. Вводим в следующую. Первую отпускаем петельку. Придерживаем ее, чтобы она не распустилась. Провязываем 2 петельки на крючке. Захватываем. И также 2 петельки на крючке. И далее снова по всему краю провязываем столбики без накида до конца. На углу повторяем точно такой же элемент. Делаем бесшовное соединение первого ряда. Вытягиваем нить. Заводим крючок под косичку. Далее крючок вводим в центр предыдущей галочки, вот сюда. Накидываем петельку и затягиваем. Провязываем столбик. Далее мы будем вязать галочками в раскол. Для того, чтобы галочки были ровные, необходимо крючок вводить строго по центру, под прямым углом. Прямо вводим по центру. И с обратной стороны крючок выходит также по центру галочки. Вытягиваем нить, провязываем столбик и нить слегка подтягиваем. Довязали до угла. Здесь делаем точно так же, как и в предыдущем ряду. Вытягиваем петельку, не провязываем. Вводим крючок в следующую галочку. Отпускаем первую петлю. Провязываем 2. И вот эти 2. Далее точно так же провязываем весь второй ряд. И на углу не забываем провязать точно такой же элемент. Довязываем до конца второй ряд. Соединяем второй ряд точно так же, как и предыдущий. И далее последующие ряды вяжутся точно таким же образом. Не забываем про уголок. Вяжем далее самостоятельно. Я провязала 9 рядов. Теперь мы сделаем соединение и обвяжем край. Вытянули петельку, заводим крючок между столбиками вот сюда. И петлю вытягиваем. Далее заводим крючок в следующее отверстие между столбиками. Захватываем верхнюю косичку. И провязываем соединительную петлю. Таким образом провязываем весь край. Сильно не затягиваем, чтобы корзинка сверху не была стянута. Таким образом довязываем до конца. Делаем соединение, обрезаем нить, полностью вытягиваем.
Сделали соединение, кончик нити прячем, и корзинка у нас готова. Корзиночка наша готова. От моточка осталось всего лишь пару метров. Корзинка у нас получилась размером по донышку 13 сантиметров, а высоту 9 сантиметров. Еще также можно будет корзиночку отпарить, все стеночки. И даже можно вот так прогладить здесь, положить ХБ-ткань и хорошо прогладить углы. Всем, кому понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и бежите вместе со мной.